Всем огромный привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Я продолжаю свой вязовлог. В прошлом вязовлоге я показывала некоторые процессы, которые я вяжу. Я также их продолжаю, потому что работа трудоемкая, не вяжется за 1-2 дня. Плюс я совмещаю 2 заказа. Давайте я вам покажу, что я связала за несколько времени. Я немножечко продвинула лягушат Хьюго. Я связала все детальки. Здесь лапки на 4 лягушечек и ножки. Заказала мягкую изоленту для того, чтобы можно было обматывать проволоку, потому что лягушки на каркасе. Проволоку я использую медную, я ее также заказывала в интернете, она, нет, вру, это не медная, это алюминиевая проволока, медная, очень мягкая, и она не подходит для таких игрушек, которые постоянно взаимодействуют, например, с игровыми моментами. То есть детки любят такие вот игрушки, где можно помять, поразжимать, и медная проволока сюда не подойдет. А вот алюминиевая, она очень хорошо подходит. Она плотная, устойчивая, и то есть ее можно разгибать несколько раз и играться. Вот, и жду как раз таки изоленту для того, чтобы можно было ее обмотать и вставить уже в игрушки. Вот, это мы немножечко откладываем в сторону. Дальше к этому заказу я уже успела связать 2 дракончиков. Вот так они выглядят. Это красивый оттенок Воланс, это 913, по-моему, ну 13 на конце циферки связала. Раньше у меня уже заказывали таких дракончиков. Это изначально мастер-класс другого автора. Она вязала много таких игрушек по одной схемке, практически из плюша. И вот как раз таки, когда она выставила игрушку дракончика, еще не было мастер-класса, мне заказали его. Поэтому я вязала их по картинке. Я сохранила себе этот мастер-класс, который я вяжу по картинке, и вяжу дальше для заказчика. Заказчику нравится, все устраивает и заказывает дальше. Автора я напишу на экране, чтобы вы могли понимать, чей это мастер-класс. Если что, можете найти ее ВКонтакте и приобрести таких дракончиков. Вяжутся легко. Знаю, что в мастер-классе мордочка вывязывается вместе с головой, но я пришиваю их отдельно. Мне так проще. Вот, это все к этому заказу. Таких дракончиков мне нужно связать 5 штучек. Бирюзовый, красненький, 2 черненьких и зелененьких. Вот, это я продолжу вязать дракончиков. Также к этому заказу нужно связать еще фурию черную из плюшевой пряжи. Так, дальше у меня идет второй заказ. Я его вяжу параллельно. Ой, это сладкий дракончик, сластена. Он у меня уже продвинулся, я его практически связала. Осталось мне довязать ножки и собрать. Мордочку я уже оформила. Я сейчас на стадии вяжу ему чубчик. И осталось его пришить, и все. Пришила ему голову. В общем, здесь все оформила и связала к нему ручки. Как он будет выглядеть. Ручки связала довольно быстро, хотя думала, что буду много тупить. Я не люблю такие маленькие детальки вывязывать. Поэтому связались быстрее, чем я ожидала. К этому дракончику я также связала хвостик. Тоже сегодня, я думаю, дооформлю. И остается мне только довязать ножки и пришить. И все. Ножки будут на нитяном креплении, а ручки, я думаю, я пришью вот за эти части, так, чтобы как бы двигалась, но не сильно, чтобы не по кругу. А ножки сделаны на нитяном креплении. Вот. Такие вот у меня сейчас процессы на данный момент. Планирую это все закончить на этой неделе и уже отправить всем. Вот. Дальше еще один заказ ждет меня, поэтому уже все в крайние сроки меня вгоняют, хотят быстренько, точнее как меня вгоняют в крайние сроки, хотят заказать еще, но я сразу предупреждаю, что почта, ну вообще доставка будет немножечко нелояльна, потому что праздники, заказов очень много, отправок очень много, и может быть посылки придут с задержкой. Кто-то соглашается, кто-то отказывается. Как бы моя задача предупредить, потому что последний мой заказ
Я отправляла 17 числа, 17 ноября, и только сейчас он прибыл в сортировочный центр Москвы. То есть настолько долго очень идет, и идет сортировка очень долгая. Так что даже не знаю, что будет и в декабре, как будут идти отправки. Но в целом, кто соглашается, ждет. И даже если придет немножечко позже, чем перед новогодними праздниками. Поэтому я вяжу и работаем дальше. Так что на этом я буду с вами прощаться на подключение. Подключусь уже, наверное, когда будет заказа готово. И с вами дальше продолжим разговор. Все. До связи. Новое подключение. У меня тут лежит заказ. Начну с маленькой игрушки. Меня попросили связать совушку Буклю из Гарри Поттера. Но, к сожалению, у меня не оказалось желтеньких глазок. И пришлось совмещать. Вот они стеклянные, желтенькие с голубым. Заказчику понравилось. Все, сказал отправлять. Вот, связала я из пряжи пух, козий пух, связался, потом я начесала, и также я вышивала черные галочки обычной ниточкой, так как букля у нас получается немножко с черными перышками. Сделала такую имитацию, размер совушки буквально 5 сантиметров, просили небольшой, и главное, заказчику понравилось, и все, это тоже отправляется в Камчатский полуостров. Так, и наконец-то я довязала этого дракончика с ластену. Вот так он выглядит. Приделала ему бирочку handmade. Рост примерно 28-29 сантиметров стоя. Ножки на нитяном креплении. Честно говоря, даже не посчитала, сколько ушло на него пряжи. Ну, не прям много и не мало. Вот так вот, если какая-то информация вам поможет в этом плане, то вот. На самом деле игрушка такая своеобразная, особенно мордочка. Вот эти щечки, знаете, мне на кого напоминает фильм «Пила». И там у него тоже такие щеки круглые и красными полосочками сделанные. Вот, ну, раз игрушка похожа на сластён из мультика, то, конечно, вяжем, получаем за это денежные средства, зарплату, так сказать, да, и благодарность за заказ, даже так сказать, и все. Так что заказ отправляется, сегодня его отправлю, уже оформила его на почту, полетит первым классом, посмотрим, за сколько доедет, плюс то, что Новый год. Ну, вот такой вот дракончик у меня получился. Если вдруг закажут еще такого, то, в принципе, можно связать. На самом деле вяжется несложно. А за такую игрушку я взяла 2500 рублей. Цена нормальная, потому что здесь много деталек, пришивных, вывязыванных, плюс нитяное крепление. И сама игрушка не маленькая. Вот. Так что на этом пока подключение у меня заканчивается. Я вам отчет свой показать, и дальше уже будет отчет по игрушкам, которые вяжутся оптом. То есть полетят они тоже в курортный город по Краснодарскому краю. Маленький кусочек видео снимаю. Свет, конечно, не очень, но буквально вот-вот связала 2 брелочка, и сейчас они отправляются к заказчику. Заказчик уже поднимается на лифте. Буквально вот перед приходом закончила. Все, сейчас повешу основу для брелочков, и все. Использовала пряжу Yarn Art Jeans. Это оттенок 28.
и оттенок 03 для белой фурии. Ребят, всем доброе утро. Буквально показываю готовый результат, готовый свой заказ. Уже хочу отправить на почту. Сейчас 6 утра. Со светом не очень удачно все складывается. Поэтому быстренько показываю. Такие игрушки я уже вязала. Я их уже показывала у себя на канале. Это повторы все. То есть нового вы ничего здесь не увидите. 4 лягушонка Хьюго у меня связались. Разные шарфики. Шарфики я закрепила, чтобы они не слетали. Лягушата Хьюго на проволочном каркасе. Мастер-класс я показывала чей-то. Вот. Ручки, ножки у них скипаются. Дальше. В этом мастер-классе также идет и описание костюмчика и желтого плащика, вроде как, если я не ошибаюсь. Или наоборот, костюмчик, а желтый плащик нужно отдельно покупать. Но в целом, по желанию, можно еще связать к ним и штанишки с маечкой. Дальше у меня связались 5 дракончиков. Таких дракончиков я уже вязала. Новый цвет, это вот такой бирюзовый, красивый попался. Остальные у меня уже были в цветах черный, красный и зелененький. Так вот. И зелененький вот. Вот так вот это также уезжает. И напоследок покажу вам беззубика. Такое черное пятно на экране. Попробую осветить немножечко. Ну, светлость падает. Но в целом также я уже показывала его на экране. Уже вязала неоднократно и в белом, и в черненьком. То есть белую фурию. Рост у него получается 18-19 сантиметров. Вязала из тонкого плюша по бесплатному мастер-классу беззубика из ХБ, ну, из полухлопка. Мастер-класс можно этот найти у меня ВКонтакте, либо в шортсах видео Ютуба. Так что, кому интересно, вяжите. Много кто вяжет этих беззубиков и в разной пряже, в разных цветах. Очень понравился этот малыш всем. Я очень рада, что моя игрушка зашла вам. Так что побегу собирать и немножечко позже также подключусь. Покажу, какой следующий будет заказ. Всем огромный привет! Это такое заключительное видео, последний кусочек этого вязоблока. И как раз таки я довязываю последний свой заказ в этом году. Если не срочно, если прям не придет еще по Краснодару. В целом у меня есть что еще вязать. Это больше заказы к январю уже пойдут. Но такие вот новогодние, которые подарочные, я записывала свой лимит до 16-17 примерно декабря. Вот. Мне заказали игрушку в виде обезьянки. Ну, как в виде, связать обезьянку. Игрушки по одной схеме, у меня таких много, около 15 всяких разных зверьков. И схемка у них у всех одна и та же, туловище, ручки и голова, оформление разное. Попросили связать обезьянку однотонную и к этой обезьянке связать люлечку. Вот, люлечку я уже связала. Пряжа бисквит, одна из популярных трикотажных пряж. У меня был такой вот красивый оттенок, предложила связать, заказчик согласился. Люльку я вязала по мастер-классу Yo Happy Toys, канал называется, и автор этой люлечки Евгения. Так что ссылочку я обязательно оставлю на этот мастер-класс, на люлечку, так что приходите, вяжите. А люлька по размеру примерно 14-15 сантиметров, а игрушки у меня 13 сантиметров, и вот так вот они вот помещаются. Дальше к этому заказу еще попросили связать одеялко, подушечку и матрасик. Попросили в розовых оттенках, но это еще не окончательный оттенок. Этот я вязала из плюшевой пряжи. Я давно уже покупала ее. Не вспомню даже, что за марка пряжи. Гималай. Короче, фирма Гималай. И вот она вот идет такая вот пятнистая. Связала матрасик, подушечку и связала одеялко. Тоже как бы в комплект.
И отправила фото заказчику. Если понравится, то оставим такой набор. Если нет, то я перевяжу. Потому что я особо не уточняла, нравится ли такой оттенок розового. Просто сама решила сделать такой вид. Поэтому, если даже не согласятся, то как бы ничего страшного. У меня есть время перевязывать. Впереди заказов срочных нету. Так что вот, я сегодня довяжу заказ, отнесу на почту уже или другим каким-нибудь средством доставки, потому что почта сейчас очень сильно загружена. А отправка будет в Москву. Может быть, отправим каким-нибудь DPD, либо Боксбери. В общем, что будет работать и быстрее. Так что буду ждать ответа, а сама пойду продолжать вязать обезьянку. И если получится еще раз подключиться, то я вам покажу уже готовый результат. На улице у нас очень пасмурно. В Краснодаре у нас наконец-то пошел снег. Пока только чуть-чуть так сверху травку закрывает, но в целом с первым снегом можно загадывать желание. Вот. Пойду дальше работать, но на всякий случай с вами попрощаюсь. Если вам понравился мой вязовлог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий вязовлог. А если же нет, то обязательно еще подключусь.